Здравствуйте, я хочу представить вам калькулятор для расчета урона от умения «Удар змея», в котором я попытался максимально полно учесть различные бонусы от очков, вложенных в его дерево навыков, а также от очков, вложенных в классовое древо навыков, и от эффектов, предоставляемых снаряжением, идолами и благословлениями. Калькулятор состоит из 6 областей. Это область ввода данных, где вы указываете информацию по текущей сборке, область контрольных параметров, которые определяют условия расчета урона, область вычислений, где происходит расчет урона по этапам и типам, и затем выводится суммарный урон в секунду. Область вывода результатов об уроне и его компонентах в табличной и графических формах. Здесь происходит также оценка влияния тех или иных параметров на увеличение урона. Область дополнительных калькуляторов, где можно рассчитать величину уклонения и его шанс в зависимости от уровня карты и числа заряда вихря, скорость распада купола, шансы оглушения и заморозки, величину вытягивания здоровья или величину экстра урона от прорехи в броне. И область со служебной информацией, в которой содержатся базовые параметры, данные из других источников, например, с сайта Last.Epoch который используется в расчетах. Также здесь содержится большая формула урона, разбита на составляющие, чтобы ее удобнее было редактировать. Как пользоваться калькулятором? Основным источником данных является экран статистики персонажа в игре, откуда вам нужно скопировать данные в крайнюю левую колонку. Экран статистики учитывает глобальные бонусы от очков, вложенных в классовое дерево, а также аффиксы на снаряжении, идолах и благословениях, но не учитывает бонусы от производных эффектов, прежде всего аспектов, например, увеличение урона в ближнем бою от удара акулы или увеличение физического урона от бивня воина. Для учета таких бонусов есть вторая колонка, в которой указаны способности в классовом дереве навыков, и вам нужно разместить очки в ней. Далее также вам нужно разместить очки в дереве навыков удара змея, также в следующей табличке, которая охватывает другие умения, которые в той или иной степени влияют на урон. Это боевой клич, где есть способности берсерк, жестокость и яростные удары, умение тотем неистовства, где есть способности закрепленные, которые дают базовый урон, безрассудное иступление, неистовство, ядовитое намерение. И умение вихря, где есть способность циклон. Затем вам следует указать информацию об оружии. Это базовый урон, скорость атаки, шанс критического удара в ближнем бою, как базовое свойство и как аффикс на оружие, если он есть. Если таких аффиксов нет, то здесь следует поставить нули. В таблице Additional Parameters вы можете поместить информацию о периодическом уроне. Это общий процент увеличения эффекта от аспекта гадюки, шансы отравления, кровотечения, обморожения или прорехи в броне. В области контрольных параметров вы можете указать условия, при которых рассчитывается урон. Она разбита на 3 таблицы. Это параметры урона. Здесь вы можете указать, используете ли вы 2 оружия или одно, размер экстра урона от идола, сингулярность. Значение 0 в данном случае означает, что идола нет, число зарядов берсерка и вихря. Также здесь можно включить или отключить эффекты от аспекта рыси, удара акулы, бонусы от тотема неистовства, конвертировать урон в холодный через способность ярость ледяного змея. А вторая таблица – это параметры, влияющие на скорость атаки. Здесь вы можете включить-отключить увеличение скорости атаки от удара акулы, удара в гидре, учитывание максимального бонуса от способности яростные удары, учитывание эффекта от эффекта неистовства и его увеличение от одноименной способности неистовства у тотема. Учитывание эффекта от способности иступленное пожирание. В данном случае значение 0 означает, что в этой способности у вас нет очков. В третьей таблице можно указать, какие параметры пробития сопротивления следует учитывать. Следует ли учитывать эффект от аспекта гадюки, от глубоких ран или клыков ужаса в дереве навыков удара змея. В области вычисления происходит расчет урона по этапам и типам. Сначала к базовому урону применяется параметр эффективности, затем бонусы от повышений, затем бонусы от экстра урона, затем к ним к величине урона применяется бонус от критического удара и скорости атаки и выводится значение ДПС в секунду для ударов.
Параллельно рассчитывается урон для периодических эффектов, для яда змея, кровотечения, морожений. Рассчитывается бонус к урону от прорехи в броне, аналогично сайту TankLab, поэтому в этой строчке вы увидите исходные значения. А затем выводится значение суммарного урона в секунду, которое представляет сумму составных частей. Далее наиболее важная информация по урону показана в области результатов в табличной и графической формах. Здесь вы можете скопировать значение ДПС из таблицы и вставить в поле Current Build для получения значения процентного изменения текущей сборки по сравнению с предыдущей. И затем вы можете скопировать это же значение в поле Previous Build, чтобы подготовить данную табличку к следующему сравнению. Также можно целиком скопировать табличку с результатами и вставить ее в специальный раздел, чтобы сравнивать различные сборки. Помимо этого, в этой области происходит оценка влияния параметров на прирост ДПС. По умолчанию для этого используется увеличение каждого параметра в отдельности на 50 пунктов, чтобы затем найти усредненное значение прироста в пересчете на 1 пункт. Число 50 выбрано для того, чтобы учитывать полнее влияние скорости атаки на прирост урона, так как при малом приросте может не произойти увеличение количества ударов в секунду и, следовательно, номинальный эффект прироста скорости атаки будет нулевым, что, конечно же, не так. Вы можете изменять значение прироста, изменяя формулы в зеленой колонке в таблице, расположенной справа от графика. В области дополнительных калькуляторов вы можете рассчитать величину и шанс уклонения в зависимости от уровня карты и числа заряда вихря. Для этого вам нужно ввести значение в светло-зеленых строчках. Также здесь можно рассчитать скорость распада купола, шанс оглушения, заморозки, величину экстра урона от прорехи в броне и величину вытягивания здоровья. Все калькуляторы в этом разделе самодостаточны, то есть не требуют данных из других областей. Базовые параметры и значения повышения различных параметров в зависимости от числа очков расположены в области служебных данных. Также здесь лежит информация о параметрах умения удар змея, взятая с сайта Last Epoch Tools. Кроме того, в этом разделе в секторе, отмеченном темно-красным цветом, лежит большая формула урона, которая целиком определяется параметрами, вводимыми в области ввода данных и контрольных параметров. Также для удобства редактирования она разбита на составляющие. В общем виде суммарный ДПС представляет сумму ДПС от ударов, от яда змея, от кровотечения и от обморожения. Для редактирования формулы вы можете использовать опцию «Найти и заменить», и затем в ней выбрать опцию «Поиск по формулам» и вставлять куски формул для поиска и замены. Все строки в этом калькуляторе имеют цветовую кодировку, шкала которой приведена в области ввода данных. Помимо калькулятора в файле есть и другие листы. На листе main расположена таблица с большинством аффиксов и их параметрами, которые могут быть использованы этим классом. Информацию из нее можно запрашивать с помощью формул, расположенных на листе queries. Там лежат два варианта запросов. Первый — это запрос на категорию и подкатегорию, например, Any Armor и Boots, так как категория Any Armor включает в себя ботинки. И такой запрос будет вытаскивать из таблицы, расположенной на листе main, строки, где в колонке Apply to есть значение Any Armor или значение Boots. А второй тип запроса вытаскивает строки непосредственно с подкатегориями. На листе Notes вы можете найти вырезки из сообщений из главного форума игры, которые проливают свет на то, как работают те или иные параметры, что может быть полезным для вас. Здесь я хочу выразить благодарность тем ребятам, которые отвечали на мои вопросы на форумах, таким как мистер Ильяма 8 и другим. В заключение я хочу отметить, что я не совсем уверен, что калькулятор работает правильно. Наверняка в нем есть какие-то недочеты, и буду благодарен за замечания по их исправлению. Всем спасибо.